Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл, и в этом видео мы будем говорить с вами про выражение «случайно». Как это сказать по-английски? Пользуясь случаем, я хочу сказать всем спасибо, кто поддерживает мой канал здесь на YouTube и подписывается на мой платный канал в Instagram-канале. У меня также есть Telegram, мой хендл для Телеграма и Инстаграма Kirill's_English. Итак, как вы уже догадались, существует просто уйма разных выражений, чтобы передать русское случайно или так получилось. Мы не будем рассматривать все возможные варианты, потому что для изучающих английский язык важно остановить свой взгляд и выбор на high frequency words and expressions. The author suggests that these transitions happen by chance. The author suggests that these transitions happen by chance. Это был пример взят из Юглиша. Это была какая-то научная передача, то есть авторы какой-то статьи или какое-то исследование, они намекают на то, выдвигают точку зрения, что данные изменения, по-моему, это были изменения в хромосоме человека, Y, они произошли совершенно случайно. We generally underestimate the likelihood of streaks occurring by chance. Такое нагроможденное предложение, значит, смотрим. Из моих предыдущих видео вы знаете, что likelihood — это вероятность чего-то произойти. Streak — это когда вы либо что-то выигрываете, например, в казино, либо в карты, либо вам сопутствует удача вот прям вот без каких-либо пауз. То есть вы один раз выиграли, второй, третий, и это все по цепочке. Вот это состояние описывается существительным streak, и вы его можете сделать, вы можете в том числе streaks. Какой смысл у этого предложения? То есть смысл данного предложения, что вот как раз такие цепочки, когда нам везет, например, в казино, да, они случайно возникают гораздо чаще, чем мы можем себе это представить. То есть мы даже не задумываемся, мы думаем, да нет, это чисто удача. На самом деле такое случается часто. Опять же, это был пример взят из Юглиша, там говорили про казино. Почему здесь нет by accident, by chance? В принципе, вы можете сказать, когда вы говорите by chance, здесь сильный акцент делается в сторону чего-то положительного, позитивного. Здесь chance — это как удача, как возможность. В отличие от by chance, by accident может использоваться в двух контекстах. Он может пересекаться с by chance, и так как accident — это какое-то происшествие, вы чувствуете, что веет каким-то холодком. То есть также будет контекст, когда мы что-то делаем случайно, и это имеет какой-то негативный оттенок, что-то отрицательное. Ну, например, можно что-то разбить. Например, если вы что-то разбили, я случайно разбил вазу, или я разбил случайно свою чашку, или там мы хотели сделать что-то, получилась какая-то фигня, и это все получилось не специально, то есть мы не ожидали этого. Но также можно использовать by accident очень часто, я заметил паттерн после таких глаголов, как find, найти что-либо, meet, встретить кого, после выражения run into someone, это случайно встретить кого-то, или bump into someone. Также после глагола discover. Discover — это когда мы делаем какие-то открытия. A lot of discoveries were made by chance. Or a lot of discoveries were made by accident. Большинство открытий или многие открытия были сделаны чисто случайно. То есть люди пытались что-то там одно выяснить, и получалось совершенно другое. I found it by accident. Or I found it by chance. Может быть, вы искали что-то одно, а нашли случайно совершенно другое. I broke the toy by accident. No, you broke it on purpose. No, it was an accident. Такая мини-перепалка. Человек говорит, что я случайно поломал игрушку, второй человек говорит, нет, это все было специально, и первый человек опять же говорит, нет, это было случайно. Несчастный случай. By accident or it was an accident очень часто применяются в речи interchangeably. И запоминайте антоним выражению by accident — on purpose, специально. Либо есть еще хороший антоним, противоположное по значению слова, deliberately, специально. You did it deliberately, or you did it on purpose. I got into teaching by accident. Это из Юглиша. Я помню, я смотрел видео, где, если вы смотрите, есть на YouTube Lucy's English, по-моему, у нее канал называется. Так вот, она рассказывала про то, как вообще пришла в профессию. Она говорит, I got into teaching by accident. It all kind of happened by accident. It all kind of happened by accident. Все это случилось чисто случайно. То есть вообще никто не думал, не гадал, не ждал. Это случилось все случайно. I deleted a file by accident. А здесь уже есть негативная коннотация. Я что-то там поудалял с компьютера чисто случайно, и сейчас мне за это будет на букву П. I found my great-grandmother's letter by accident.
I found my great-grandmother's letter by accident. Я чисто случайно нашел письмо своей прабабушки. Когда вы чисто случайно с кем-то столкнулись, имеется в виду не столкнулись, потому что не видели, а встретились. Итак, вы можете запоминать, что by chance, by accident используются глаголы meet someone, run into somebody, discover something, сделать какое-то открытие, find something, найти что-либо. Вот когда у вас есть такие ситуации, такие глаголы, chances are you're gonna deal with by chance or by accident. We ended up by accident on the wrong train. Здесь порядок поменялся. Вы можете в середину предложения вставить by accident, очень часто это делается на письме. Выделять это все, конечно, нужно запятыми. Мы чисто случайно оказались или сели не на тот поезд. Также давайте рассмотрим, есть выражение by any chance, когда мы задаем вопросы, и чтобы смягчить наш вопрос, чтобы не показаться чересчур настойчивым, говорят фразу либо by chance, либо by any chance. Например, мы можем просить таким образом. То есть, если вам нужно попросить ручку, например, у своего соседа по парте, вы свою забыли, вы можете сказать Do you have an extra pen by chance? Либо Do you have an extra pen by any chance? Я предпочитаю говорить by any chance. Как помните, да, чем больше мы лишних слов скажем, тем менее навязчиво и нейтрально это звучит. Can you spare a dollar by any chance? У вас случайно доллара не найдется лишнего? Do you by any chance know someone who can help me? Опять же, просим совета. Случайно никого не знаете, кто мог бы мне помочь? То есть так вы работаете с этой фразой. То есть by accident, by chance чаще всего используется в речи, когда нужно передать русское случайно. Так получилось, я не виноват, оно само. Антонимы это on purpose, либо deliberately. А unintentionally это вот, собственно, by accident или by chance. Можно сказать просто it was an accident. Но это чисто случайно получилось. It was an accident. Либо можно пойти и сделать отрицательное предложение I did not do it on purpose. Я не специально, то есть как бы случайно. Либо it was unintentional. Or unintentionally, это уже наречие, не специально. Но там вы можете уже поиграть. Напоминаю, что вы можете найти примеры сами в приложении Youglish. У Youglish есть приложение для iOS, не знаю, для Android есть или нет. Идите в App Store, загружайте, это все бесплатно. Там даже интерфейс гораздо удобнее, чем в десктопе. Для тех, кто любит побольше цифры и буквы, вы можете пользоваться десктопной версией, но она иногда лагает. Я желаю всем отличных выходных. Stay cool. Пока. We generally underestimate the likelihood of streaks occurring by chance. Many of the first medicines were discovered by chance. By chance, it happened to be 5 men, 1 woman. You won't do that by accident. You will do that because you are guided to do that. I kind of started going into photography by accident. Basically, we recreated Twitter by accident. Hostage, wounded, and killed. And this is not by accident. It is unclear if the animals ate the toxin by accident.